Игра в кальмара – это не игра в традиционном смысле, которую можно выиграть в общем понимании этого слова. Это жестокая борьба за выживание, основанная на манипуляции и неравенстве. Вот почему победа в ней практически невозможна, особенно если рассматривать ее в контексте морали и человечности. 1. Условия созданы для провала. Неравенство. Игра изначально построена на неравенстве. Участники находятся в отчаянном финансовом положении, что делает их более уязвимыми и готовыми рисковать. Это неравенство переносится и на сами испытания, где физически сильные и ловкие имеют преимущество. Психологическое давление. Организаторы игры намеренно создают атмосферу страха, подозрительности и отчаяния. Это психологическое давление подталкивает участников к предательству и жестокости. Случайность. Некоторые игры имеют элемент случайности, где даже самые сильные и умные участники могут проиграть. Это делает выживание не только вопросом навыков, но и удачи. Манипуляция. Организаторы постоянно манипулируют участниками, создавая иллюзию выбора и возможности повлиять на исход. На самом деле, правила игры постоянно меняются, и участники никогда не находятся в полном контроле. 2. Цена победы непомерно высока. Жизни других. Чтобы победить, участники вынуждены жертвовать жизнями других. Это не просто соревнование, а жестокая битва, где выживает сильнейший. Потеря человечности. Игра толкает участников на аморальные поступки, заставляя их предавать, лгать и убивать. Победа достигается ценой потери человечности и моральных принципов. Невозможность реальной победы. Даже если участник выживет и получит деньги, он будет морально сломлен и травмирован пережитым. Он не сможет наслаждаться выигрышем, зная, какую цену заплатили другие. 3. Суть игры не в выигрыше, а в развлечении. Развлечение для богатых. Организаторы игры, VIP-гости, рассматривают ее как развлечение. Их цель – наблюдать за страданиями и отчаянием бедных, а не дать им возможность действительно победить. Система, поддерживающая угнетение. Игра показывает, как жестокая система может использовать отчаяние и неравенство в своих целях. Она не предназначена для победы участников, а для поддержания своей собственной структуры. Таким образом, победить в игре в кальмара в истинном смысле невозможно, потому что это не игра, а жестокая борьба за выживание с заранее предопределенным исходом. Победа достигается ценой чужих жизней и потери человечности. Система не заинтересована в победе участников, а лишь в их страданиях. Игра в кальмара – это скорее социальная критика, исследование человеческой природы в экстремальных условиях и иллюстрация того, как несправедливая система может подавлять людей. Она не о том, как победить, а о том, насколько трагичным может быть отчаяние и к каким ужасающим последствиям может привести неравенство.